Привет из Анапы! Я приехала отдыхать в отель Great Tate на Ультра все включено. Этот отель открылся недавно, в этом году, и его уже называют одним из лучших. Я ни разу не отдыхала в России на все включено. Живу в Турции и в этом году побывала там больше, чем в 10 отелях. И мне очень интересно сравнить, что у них и что у нас. Давайте посмотрим вместе со мной. Пятизвездочный отель Great Tate Ultra All Inclusive and Spa расположен на новом курорте с красивым названием Мираклион. Это место находится под Анапой, в 7 километрах от аэропорта Витязева. Отель принимает гостей круглый год и работает по концепции «Ультра все включено». Его слоган «Семья и море». Он подходит для отдыха даже с маленькими детьми. Отель открылся в мае 2021 года. Это сразу заметно, тут все новенькое и очень стильное. Гостей в отеле встречают бокалом шампанского, причем не только на ресепшене, но и прямо в аэропорту. Сейчас покажу, как это происходит. Гости курорта Мираклион могут зарегистрироваться в аэропорту Витязева, чтобы не ждать очереди на ресепшен. Сотрудники встретят вас шампанским. Это как маленький символ того, что отдых – это праздник. Отель Great Tate состоит из одного шестиэтажного корпуса. В нем около 350 номеров 11 категорий, а в центре расположен огромный бассейн. Давайте посмотрим номер. У меня делюкс с видом на бассейн. На входе у нас большой шкаф, а рядом с ним гладильная доска. Я так отвыкла от гладильных досок в отелях, что это было первое, что я заметила и порадовалась. В Турции просто не принято класть ни утюг, ни гладильные доски. А здесь, посмотрите, есть утюг. Здесь у нас плечики и вверху полочки. Здесь еще одно отделение с полочками, бесплатный сейф, тапочки, щетка для чистки одежды и губка для обуви. И здесь большое зеркало. Сам номер такой весь просторный, в теплых тонах оформлен. Здесь большая кровать, и на ней очень мягкая одеялка, и подушечки тоже все такое новенькое, белоснежное, очень приятное. Здесь такие торшеры, и посмотрите, как они интересно включаются и выключаются одним нажатием, сенсорные. Оп, оп. Мне нравится. Рядышком еще тумбочка и напротив тоже еще одна тумбочка. Напротив большой телевизор, можно воткнуть флешку, посмотреть ваши сериалы или просто посмотреть телевизор, каналов здесь много. Здесь такой еще столик с зеркалом, тут мини-бар, в нем вода. И посмотрите, как встретили с бутылкой шампанского, с фруктами, очень приятно. Вот тут чайник, кофе, черный и зеленый чай. И стаканчики. Здесь можно присесть, очень удобно смотреться в зеркало или просто здесь отдыхать. Напротив еще кресло с торшером. Можно вечером устроиться, почитать книжечку или посмотреть телевизор. В номере есть кондиционер. И еще мне нравится, что мягкое покрытие. Если над вами кто-то живет, вы не будете слышать, как он там топает. Это очень классно. И высокие потолки мне тоже очень нравятся. Такое сразу большое пространство. Теперь давайте посмотрим ванну. Ванна очень просторная, светлая. Посмотрите, здесь такое огромное зеркало, раковина, фен, Валера. Очень приятно познакомиться, Валера. Дальше у нас, смотрите, что здесь есть. Это зубной набор, щеточки, то есть можно свои не возить, мыло, шампуни, гели для душа, лосьоны для тела, даже лосьон для рук. Шапочка для душа, набор для бритья. Посмотрите, как все удобно. Здесь у нас салфеточки, еще одно зеркало. Обожаю, когда есть такое зеркало. Это у нас полотенцесушитель. Его можно включать, посмотрите, самим регулировать. Душевая кабина, сантехника очень хорошая, новая. Все такое приятное. Прям, посмотрите, видно, что прям все очень-очень новое. И халатики, полотенца очень мягкие, пушистые. А теперь идем на балкон, посмотрим, какой отсюда вид. Пока шла на балкон, обратила внимание, что тут есть еще батареи. Я приехала вне сезон, и как раз это очень актуально, чтобы было тепло в номере. А я думаю, что так тепло? Отель работает круглый год, и всегда здесь будет комфортно. На балконе столик, стулья, и у меня номер с видом на бассейн. Посмотрите, какой он голубой и красивый. И еще отсюда видно морешко, вот там вдалеке. Еще отмечу, что горничные делают уборку каждый день и справляются со своей работой на 5 с плюсом.
Шумоизоляция в номере действительно классная. У меня точно были соседи, но я их не слышала. Сейчас отель заполнен не на 100%, поэтому я попросила посмотреть, какие здесь есть еще номера, и мне разрешили их посмотреть, поэтому я вам сейчас покажу больше, чем обычно. Вот это апартаменты, их можно снять на семью. Они очень просторные, посмотрите, вот здесь прихожая, и из нее мы попадаем в первую спальню. Здесь такая же просторная кровать, как в номере, который я вам показывала. И посмотрите, напротив большой телевизор, и он вот так вот вращается. И здесь открывается зеркало. Здесь выход на балкон, он очень просторный, а здесь такая зона отдыха с диванчиком и напротив телевизор, тот самый, который вращается. Теперь пойдемте посмотрим следующую комнату и заглянем в ванную. Вот такая просторная ванная комната. Здесь ванна, душевая кабина и различные тут гели для душа, шампунчики, все есть. Шкаф есть и в спальне, и в прихожей. Вот здесь вот он такой большой. А здесь еще одна ванная комната. Она уже поменьше. Здесь просто туалет и раковина, чтобы никому не было тесно. Здесь кухня и столовая. Здесь можно готовить. Посмотрите, большой холодильник, плита, кухонные принадлежности, посуда. Все это есть. Здесь обеденная зона со столом и напротив еще один телевизор, который тоже вращается. В апартаментах есть кофемашина с капсулами и набор для приготовления чая и кофе с чайничком. И вот здесь еще одна спальня с большой кроватью и вот такой диван. В каждой комнате есть и батареи, и кондиционеры. И давайте сходим на балкон. Смотрите, какой он огромный. Это сквозной балкон на все комнаты. И вид такой здесь и на бассейн, и на территорию. Очень хорошо, спокойно, будет тихо. Еще один плюс, то что на территории всего отеля есть бесплатный Wi-Fi и очень классно ловит прямо в номерах. А это у нас Junior Room с видом на море. Здесь, смотрите, вот такая гостиная зона и отдельно спальня. Два диванчика, телевизор, тоже зона для приготовления чая и кофе, есть кофемашина. В каждой зоне свой кондиционер, один здесь и один в спальне. Здесь большая кровать, второй телевизор и шкаф. И еще вот такие вот мягкие, приятные кресла. И пойдем на балкон. Вот здесь одна зона со столиком и стульями, и вторая находится напротив. Балкон очень, смотрите, какой длинный, и отовсюду просто видно морешко. А теперь давайте прогуляемся по территории. Мне понравилось, что она огорожена и находится под охраной. Посторонние люди сюда не попадут. В отеле Great 8 есть прокат велосипедов и спортивного инвентаря, мультикорт, спортивные и детские площадки, веревочный городок, сцена для мероприятий. В отеле есть охраняемая парковка. Проезд отделен от зоны отдыха, так что автомобили не тревожат гостей. Основной бассейн занимает площадь около 2500 квадратных метров. Даже в разгар сезона места точно хватит всем. Для детей работает игровая комната. В течение дня тут проходят занятия, творческие мастер-классы, кинопросмотры и веселые игры. Заметно, что аниматоры тут искренне любят детей. Еще в отеле проводят семейные состязания, а для взрослых предусмотрены турниры в мафию и настольные игры, караоке и другие мероприятия. Каждый день что-то новое. Сейчас давайте пойдем на пляж. Очень классно, что здесь все время идешь по своей территории, она охраняется со всех сторон, и все калиточки открываются браслетом. Идти, минуты 3, наверное, я вот прямо отсюда уже вижу море, хотя я только что вышла из калитки. Сейчас не сезон, и давайте посмотрим, как выглядит пляж сейчас, а потом я вам покажу, какой он летом. Дорожка к морю очень комфортная. Пляж курорта Мираклион просторный и широкий. Береговая полоса Анапы длинная, а заход в море везде пологий.
Песок тут мягкий, по нему будет приятно гулять босиком. Летом пляж оборудован шезлонгами и зонтиками у воды, теневыми парусами, барами, фудтраками, спортивной площадкой и всеми необходимыми удобствами для детей и взрослых. Гостям выдают полотенца, а в барах предлагают коктейли, соки, лимонады и различные снеки. Все это включено в стоимость проживания. А теперь отправляемся в спа-комплекс и термальную зону. Вот здесь можно взять полотенце, карточки дают при заселении. Я приехала отдыхать в Анапу вне сезон, поэтому провела много времени в спа. Спа-комплекс здесь очень классный, даже не в каждой турецкой пятерке найдешь такое количество бассейнов и парных. Вот здесь огромный бассейн, причем он выходит на улицу, потом я сейчас плаваю, покажу вам. Вот там детский бассейн, бассейн такой с гидромассажем, и дальше такой банный комплекс, он тоже шикарный, сейчас туда сходим. Мне очень понравилось, что в отеле такой просторный термальный комплекс. Смотрите, какой здесь большой выбор. Это лакониум. Такая достаточно сухая комната с приятным теплым воздухом, не горячим. Здесь финская баня, здесь очень жаркий сухой воздух. Это турецкий хамам, он просторный, такой красивый, там влажненько. Идем дальше. Здесь у нас русская баня, обливные ведра. Здесь травяная сауна, там тоже не очень жарко и приятно так пахнет, очень полезно. И солевая сауна, там тоже не слишком жарко, комфортненько. И это спа-кабинет, и здесь можно дополнительно заказать какие-то процедуры. Еще тут есть бар и зона отдыха, а наверху спортзал, можно заниматься и смотреть на все эти бассейны. В отеле предусмотрено гостевое посещение без ночевки. Очень удобно, если вы приехали в Анапу надолго и хотите просто расслабиться в спа, вкусно поесть и отдохнуть на пляже. Гостевой визит стоит дешевле классического заселения в отель. Мне особенно понравился теплый бассейн с выходом на улицу. Очень классно продумано для отдыха вне сезон. Это так необычно. От воды идет пар, воздух прохладный, а вода очень теплая. Мне прям нравится. И знаете, тоже не в каждом отеле Турции найдешь вот так вот, чтобы можно было поплавать прям на улице, даже зимой. Классно. Ой, зря я высунулась, здесь прохладненько, а в воде так тепло. Еще один важный момент на все включено – питание. Сначала я покажу вам ресторан Грейп. Это аликарт, который посещают за дополнительную плату. Оно того стоит, потому что блюда здесь интересные. Сейчас я буду пробовать закуски. Это брускетты с розовыми томатами и строчителлой и устрицы под сырным соусом. Очень такой приятный вкус, хлебушек хрустит, но при этом он мягкий, и томаты такие освежающие, все это так классно сочетается. Мне прямо очень понравилось. Теперь давайте попробуем устрицы. Я пробую их первый раз в жизни. Если честно, мне всегда было немножко страшно, но я решилась. Где, как не в Анапе, это попробовать. Вау, это так необычно и так вкусно. Этот сырный соус, и так, я, честно говоря, их себе не так представляла. Очень классно. Вот прям рекомендую. Обязательно, если будете в этом отеле, сходите сюда и попробуйте хотя бы вот такие закуски. Это будет очень классно, и это запомнится. Также я пробую сибесе с салатом из фенхеля и бэби-овощами. Шеф-повар готовит действительно здорово.
Мне очень понравилось, как приготовлена рыба, она такая нежненькая, вкусная. И вообще я очень рада, что сюда сходила. Это вообще классное место, чтобы или пообедать, какое-то особое событие отметить, или романтический вечер провести. В общем, все очень вкусно, мне все очень понравилось. Шведский стол в отеле Great Date оказался настолько разнообразным и интересным, что я решила снять о нем отдельное видео. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить этот выпуск и выяснить, чем кормят в хороших отелях Анапы на все включено. Из напитков тут предлагают соки, различные коктейли, а также местный и европейский алкоголь известных брендов. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить мой выпуск о шведском столе в отеле Great Date. Поверьте, тут есть на что посмотреть. Когда я собиралась в Анапу на все включено, многие говорили мне, что после Турции мне здесь не понравится. А я еще раз убедилась, что вокруг нашего юга очень много стереотипов. Оказывается, у нас тоже есть хорошее «все включено». Я однозначно рекомендую вам отель Great Date. Ставьте лайк, если он вам тоже понравился. И обязательно подпишитесь на мой канал. Впереди еще много интересного. Пока!